Всем привет, ребята! Чик-чик. И поехали! Мяу! Направо, налево, Шумахер здесь, на дороге! Ребята, короче, сейчас расскажу вам про пятый и шестой урок по вождению, что там было, чему я научился, какие проблемы. То есть, как вы знаете, я иду к своей цели с 0 на 100. То есть, у меня не было никогда украинских прав, вообще никаких. Я тут полностью обучаюсь с нуля. Внизу будет ссылочка на все мои видео, вверху будет ссылочка на мой плейлист, где я полностью иду по этому пути. Там уже больше 6 роликов. Я рассказывал, как я подготавливался к теории, да, по теории, да, как сдал тест, где брал информацию, потом как нашел школу. То есть, вы понимаете, я иду полностью по этому пути, как слепой котенок, и потихоньку глазки открываются. Вот сейчас я расскажу вам про пятый и шестой урок, да. Кстати, у меня был уже инструктор, была инструкторша, ирландка, то есть все было на английский мови, на английском языке. How you doing? Короче, было весело, интересно, немножко было напряжно, ручки вспотели, короче. Ну шо, поехали! Перед тем, как продолжить, пожалуйста, не забывайте подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Также поставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Если есть какие-либо ко мне вопросы, вот мои социальные сети. Инстаграм, ТикТок и моя группа в Телеграме. Также вы можете угостить меня чашечкой кофе и либо холодной пинтой Гиннесса, да, очаровательного. Если вам интересен мой эксклюзивный контент, где я рассказываю, конкретно раскрывая тему, да, то есть и помогаю вам в решении каких-либо ваших проблем, то есть я, если могу, то я помогу, да, то становитесь моим спонсором. Нажимайте «Стать спонсором», выбирайте любой вид спонсорства, и для вас будет эксклюзивный контент. То есть эти видео, эти ролики, которые я буду снимать, да, там про то, как открыть бизнес-план, как податься там на программы, да, как податься на международную защиту, как найти там русскоговорящего инструктора, да, по вождению, как найти жилье по ARP и так далее. То есть эти будут видео максимально информативные, с номерами телефона, ссылками и так далее. Если вы хотите видеть эти ролики, то вам нужно стать спонсором. Становитесь спонсором, и для вас я буду делать очень полезный, эксклюзивный контент. Если есть желание угостить обратно же меня кофе, чашечкой кофе, либо холодная пинта Гиннесса, еще раз повторяю, есть прекрасный сервис под названием Buy Me a Coffee. Приходите, вот QR-код, и угощайте меня, если вам нравится то, что я делаю. Спасибо каждому за любое из этих действий, а мы продолжаем. Это был у меня пятый, шестой урок. Мы сделали well done, то есть мы, да, их финиш. Они у меня прошли, улетели, и получается я уже на полпути. Еще осталось 6 уроков, и обязательные курсы, да, по вождению будут пройдены. Что было особенного в этих двух, да, уроках? А особенно было то, что со мной ездил уже не русскоговорящий инструктор, а англоговорящая женщина, то есть инструктор, женщина, ну, инструктор была. Ну, я был, конечно, немножко в шоке, да, но я понимаю, что без этого никуда. Конечно, я уже был подготовлен, да, как бы, ну, потому что я стараюсь читать, ну, учить, да, даже там как будет ремень безопасности, да, сейф и так далее, там, как руль называется, вы понимаете, что вы должны все выучить, там, поворотник и так далее, то есть, потому что, кажется, элементарные вещи, да, но на английском языке ты их не знаешь, и ты должен их знать, то есть, понимаешь, даже как дверь, ручка, как будет коробка передач, тормоз, ручной тормоз, сцепление, если кто-то сдает на мануале, потому что я на автомате, мне немножко легче. То есть вы понимаете, все эти моменты вы должны знать. Потому что когда будет главный экзамен, да, то поверьте, никто не будет вам позволять Google Translate там, либо вы будете what по 20 раз, да, или там можете мне помедленнее говорить и так далее. То есть это понятно, что может какой-то инструктор может в положение войти, но поверьте, обычно они не входят ни в какое положение. Если ну, не понял, значит не понял. Никто тебя не будет, потому что это дорога. Ты должен быть сконцентрирован, ты должен быть максимально собран, сдержан и делать все быстро, четко, потому что это дорога, это опасность. Вы понимаете, что вообще
автомобиль, да, это самый небезопасный вид транспорта на планете. Так что, например, я боюсь летать, да, но по статистике самый безопасный транспорт это самолеты, это перелеты. И вот в чем такая, да, получается диссонанс, да, что боюсь одного, а езжу постоянно на машинах, да, и как бы ты никакого страха, а по факту это самый небезопасный транспорт. Что же было? Мы поздоровались, сели, и сразу она начала, что нужно, задала мне вопрос, что нужно сделать первым делом. Конечно же, пристегнуться. В моем формате у меня же коробка автомат, да, то есть мне нужно, она взяла специально, пересела и говорит, вот типа ты вот, как ты остановился, что ты должен, да, сделать, когда остановился. В автомате вы должны же переставить ручку, да, на паркинг, да, поставить ручник, да, там у меня ручник, там такая кнопочка автоматическая, ты просто ее поднимаешь, то есть нема от этого рычага, вы поняли, да, то есть Volkswagen, да, там Polo, он как бы такой, какого там я забыл, 17 или 18 года я забыл, у меня есть там фотография, да, я показывал, и там кнопочка, класс, и все, и он автоматом. Потом, когда ты едешь, тебе не нужно эту кнопочку обратно нажимать, он автоматом отключается, когда ты нажимаешь газ. То есть, все, я это сделал. Она говорит, ну вот ты выходишь, вот ты паркуешься, что ты должен обязан сделать. То есть, я обязан, вы знаете, полностью не только в зеркала смотреть, но обязательно между сидений посмотреть слепые зоны. Обязательно, ребята. Вот эти слепые зоны на каждом повороте твоя голова должна быть вот так вот. То есть, потому что ирландцы это очень любят. И вообще по правилам так и должно быть. Ясное дело, что когда ты уже водишь, когда ты уже опытный, то ты прям вот так вот не делаешь. Но на первых порах, если ты только обучаешься, ты обязан это все делать аккуратней. Потом следующее сразу, да, мы, то есть, типа мы остановились, то есть я заглушил мотор, нажал кнопочку, все полностью мы затухли, оттянулись, типа, вышли, она рассказала мне, выйди, и теперь обратно заходи, садись и заводи машину, как все по правилам ты должен теперь сделать. Зашел, обязательно ремень безопасности, раз, зажал тормоз до упора, и только после этого ты включаешь зажигание, это в автомате. Нажал, все, и начинаем что? Рычажок меняем с паркинга на драйв, то есть паркинг вверху, драйв внизу. Поставил я, и теперь нужно смотреть максимально все, потому что ты сейчас будешь отъезжать, тебе нужно в зеркала, посмотреть назад, вперед обязательно. И потихоньку мы с парковки, встретился я с ней на Лидловской парковке возле, ну, Лидла, да, она подъехала. И мы начали ехать. То есть она у меня переспросила, по какому маршруту я ездил. Я сказал ей, она сказала, окей, это хорошо. То есть, и она мне сказала, что мы поедем сейчас, ну, в тот город, где я буду сдавать экзамен. Я уже знаю, в каком городе я буду сдавать, да. И она говорит, проедемся по этому маршруту, я тебе покажу. И покажу тебе один из сложных, да, заданий, где ты должен сделать это все идеально. То есть, ну, мне было интересно, и мы поехали. Она была не из моего, кстати, каунти, она не знала, как ехать в тот город. Она взяла телефончик, вы поняли, Google Maps, пук, и мы по Google Maps поехали. То есть, в принципе, все элементарно. Ехали нормально. Она, кстати, ну, в отличие, да, от того русскоговорящего инструктора, ну, с которым мне легче, проще, да, она прям, вот если, например, 80, да, ну, вот скорость, да, я еду, например, там 65, там, ну, не разгоняюсь, да, ограничение 80. Она говорит мне, едь 75. Зачем, типа, ты будешь трафик, типа, ну, занижать скорость, зачем ты будешь, да, делать это? Едь вот так вот, типа, нормально, учись, типа, контролировать скорость, и, типа, постоянно меня подгоняла, то есть там, где 100, но я еду 80, она говорит, едь 90, то есть в прямом смысле вот так вот женщина, я не говорю, что она там, она вела себя очень корректно, и у нее хороший, знаете, есть bad English, да, у нее очень хороший английский, то есть я реально ее понимала, она каждое слово выговаривала как надо, а когда человек выговаривает слово, не глотает окончание и не говорит очень быстро, то реально, ну, я все понимал, то есть в прямом смысле только пару раз я переспросил за 2 часа, то есть мы без остановок ездили 2 часа, то есть постоянно я был в движении. Я не сказал, да, я переставил ручку на драйв, и мы поехали. Я проверил, немножко отъехал, еще раз посмотрел, что никого нету, и потом мы полетели. Полетели, и пошло. Все уже, то есть уже, конечно, уже 5-6 уже урок, ну, ты немножко чувствуешь, да, машину,
уже чувствуешь немножко педали. Ну, скажу честно, обратно было пару косяков, ну, таких, ну, серьезных. Один раз я повернул, ну, в смысле, неправильно, реально, ну, потому что бывает стресс, да, и ты реально забываешь, вот, ну, это нужно выучить, да, что левостороннее, нужно просто это вот в голову себе вбить, да, и вот это один раз, ну, это она говорит, типа, что ты делаешь, типа, я уже поворачиваю, и потом уже она мне говорит, я понимаю, что сейчас, если еще немножко, я, ну, вы поняли, выйду на встречку, то есть я просто моментально оп, руль и выехал нормально. Я говорю, как есть, без, как говорится, прикрас, без каких-то, без того, что вау, я такой. Нет, ребята, все как у всех, косяков хватает, еще непонимание, недопонимание, все правила, все знаки нужно выучить, это не так уж легко, это вам не теория, да, теорию заучить, зазубрить эти вопросы, сдать это одно, а когда ты едешь на скорости и нужно мониторить дорогу, все максимально все знаки, это раз. И два, уметь по ним ориентироваться, это два. Это Google Maps и так далее, то есть эти все карты, помощники, это хорошо, да, они тебя ведут без проблем. Но бывает такое, вдруг разрядился телефон, а вдруг нет интернета, вдруг ты попал в какую-то такую экстренную ситуацию, где нет мобильной связи. Как ты будешь? Ты должен уметь ориентироваться. Как, куда повернуть, чтобы заехать туда, сюда и так далее. То есть ты должен ориентироваться. Вот она мне пыталась, да, хотя карта была, но она говорит, не смотри на нее, ориентируйся по знакам. Все. Приехали мы в тот город, заехали. То есть у меня уже было, я уже ездил по городу. То есть первую часть, то есть пока мы доехали там туда-сюда, то есть по факту уже 1 час я полноценно ездил по городу. И что было сложного? Мы когда заезжали, она прям меня завезла на специальный такой пятачок, и прям мы заезжаем, а оттуда выезжает, ну, тоже ученическая машина, но человечек был в жилете оранжевом. Говорит, вот, смотри, говорит, это тест девушка сдает. Вот видишь, это не в таких жилетах, это значит, что сдают тест. То есть это был у девушки тест, и вот она выехала и поехала, а мы заехали. Куда мы заехали? Мы заехали в такую узкую улочку, то есть с этой стороны дома и с этой. Вы поняли, узенькая улочка. Что нужно сделать? Аккуратно припарковаться возле бордюра, да? И потом что сделать? Развернуться. То есть, понимаете, а чтобы развернуться, вот, да, это, то есть мне нужно вначале вот так вот, да, потом назад, потом вперед, назад, вы поняли? То есть нужно в маленьком проулочке развернуться. Мы так делали раз, наверное, по 3 раза, то есть в ту и в ту сторону. То есть вы поняли, я развернулся, подъехал к другому бордюру, развернулся, вернулся обратно. И так сделали мы 3 раза. И один раз, конечно, я наехал на бордюр, а другой раз передними колесами просто дотронулся. Все. Уже когда последний раз делал, конечно, уже было легче. Вы понимаете, что нужно руль, поняли, максимально выкрутить, чтобы поворачивать максимально, потом в другую сторону. То есть в прямом смысле это впервые в жизни, чтобы я вот так вот работал с рулем. Вот так вот его крутил, вертел. В там машине есть, да, вот эта вот камера, паркинг, но обратно же она мне сказала, не смотри, ты должен все вот так вот. И перед тем, как каждый раз трогаться, просто голова должна быть вот так. Она еще мне попросила, чтобы я открыл окно, и чтобы я головой прям когда это, чтобы я еще голову свою высовывал, да, и смотрел, потому что мало ли, собачка, кошечка, маленький ребенок и так далее. То есть слепых зон вообще их очень много, вы понимаете, да? А чем больше машина выше, тем их еще больше, потому что выше и ты не видишь, да, что-то маленькое, да, а поверьте, предметы, либо живые существа маленькие, маленькие, их хватает. И вот этот вот момент я именно делал. Это было круто. Ну и кольца, конечно, на кольцах она мне рассказала. Теперь я понял, что если ты вот кольцо, да, ты едешь, и вот в первый, да, поворот, то ты должен ехать не внутрь кольца, да, а снаружи. То есть ты должен вот так вот максимально сбоку выехать и потом оп туда. А если ты уже там второй, третий и так далее поворот, то ты едешь именно внутри кольца, то есть максимально близко к внутреннему, да, кольцу, то есть к белой линии, короче, вокруг кольца, которая. То есть это тоже до меня теперь уже дошло, я понимаю, и это отлично, это теперь в моей голове, и ты уже это не забудешь. Потому, ну, вот, я понимаю, что вождение, это тоже в чем-то, да, так нужно все это зазубрить. Ты должен это знать, и когда ты видишь, ты это должен понимать. Но вначале, конечно, надо заучить это, чтобы ты мог вспомнить в голове. Потому что если ты не поймешь сам принцип, то все, да, вот этот круг для меня было сложно. Но теперь я знаю, что первый поворот, то все, ты там, ну, ты не должен въехать внутрь, снаружи круга. То есть, ну, вот реально я вот за 6 уже
этих, да, обучающих, да, уроков по вождению, ну, столько информации пришло, то есть, по факту 6 часов, да, всего лишь отъездил, но информации в голове просто вот такая вот палата, просто библиотека уже. То есть, женщина была очень приятная, она мне постоянно говорила, не стрессуй, успокойся, ты очень серьезный, говорит, ты такой, я ж там прям, ну, серьезно думаю, блин, ирландка, чтоб не подумала плохого, что, блин, такой тупак, блин, как капец. Думаю, ну, блин, было так как-то, знаете, немножко некомфортно самому, что типа, ну, на это успокойся, все нормально, все хорошо, релакс, говорит, хэппи, давай, enjoy, туда-сюда, то есть, ну, успокаивала, то есть, говорит, наоборот, говорит, и руль, говорит, не держи, говорит, вот так, она даже говорила вот так вот, отпусти, расслабься, говорит, расслабься, говорит, чтоб просто, ну, ты должен расслабленным быть, ты понимаешь, таким ватным, таким, знаешь, как воздушный шарик. То есть, ну, я понимаю, что так и должно быть. Если ты едешь вот так вот, вцепился в руль, есть такие люди, но это просто, ну, ты после часа езды, ты просто весь будешь, как будто, не знаю, в спортзале или где-то там на работе на какой-то тяжелый отпахал, да, потому что ты весь напряжен, весь организм у тебя вот так вот. Нельзя, нужно быть расслабленным, спокойным, тем более современные машины, там эти гидроусилители руля и так далее, то есть там куча всей этой начинки, которая следит и помогает тебе, ну, вождению, да, то есть это не как раньше, там, отпустил руль и все, ты сразу в кувейт улетел. Тут серьезно, что тут реально можно просто вот так вот ручки просто положить на руль спокойно и вот так вот вообще пальчиками можно, вот реально, так это и есть просто. Как вот люди, да, бывает, вот водитель там выкинул одну руку за окно и одной водит, ты шо, ты шо, я пока не то, что не могу представить, как это одной рукой держать руль. Я держу вот так вот, конечно, стараюсь расслабиться, да, но страшно, боишься, да, тем более, когда ты летишь там под 95, это уже ощутимая скорость, ты такой, блин, ну да, ну ты шо. Было весело, интересно. Следующие два урока тоже да, она у меня будет проводить. Я, в принципе, этому рад. Я записываю, обязательно берите блокнотик, да, ручку. И может просто, если вы там на украинском говорите или на русском, то просто записывайте пока на украинском, на русском, да, то, что вот вам важно, что вы хотите, а потом просто через Google Translate переведите эти фразы и запоминайте их, ну, учите, да. Ну, потому что, когда вы едете, вы не можете взять что-то записывать, да, это просто в себе в голове и сразу после урока, что вас волнует, записывайте. У нас была пятиминутка в конце, да, она мне рассказала как гарда, если стоит полицейский, да, гарда, там, чтобы ко мне ехать, стоп, там налево, направо, то есть она показала мне, знаю ли я вот эти все ну, движения, когда регулировщик, да, стоит, когда какая-то ситуация бывает, то становится гардой, чтобы она мне рассказала, это тоже нужно выучить, потому что это будет спрашивать, может спросить на тесте, ну, когда ты сдаешь на New Driver, да, там 10-15 минут у вас вначале спрашивают теорию, то есть в прямом смысле у тебя спрашивают теорию и тоже за это ставят галочку, так что и обратно же спрашивать у вас будет все на английском языке, и вы должны все это ответить, будет показывать вам знаки, должен сказать, что это знак означает, то есть вы понимаете, что не все так просто. Я не то, что в себе сомневаюсь, но могу даже сказать, что я могу не с первого, не со второго раза сдать именно, понимаете? И тут будет проблема именно в языковом. Может, я вожу нормально, но там где-то что не допонял, не до это, и сделал что не так, и все, и тебе минус. А там всего лишь пару минусов, если я не ошибаюсь. Там надо ввести, кстати, посмотреть, сколько минусов может быть на этом тесте, да, сколько там, как там вот эта система, я еще не узнавал. То есть вот такие вот дела, вот такое прошел у меня 5-6 урок, было весело, позитивно, я был очень, конечно, моя заточка, мое лицо было максимально такое, знаете, сосредоточенное, как будто я лечу в каком-то космолете, а не машине. Она говорит, мне успокойся, я не могу. Я смотрю на нее, думаю, боже мой, что, блин, хочу, чтобы все нормально, чтобы человечек подумал, что я не какой-то тут олигофрен и так далее. Короче, вот это было самое сложное, развороты. Ну и я же говорю, по кругам мы потом ездили от одного к другому, то есть движение круговое от одного круга к другому. Мы туда-сюда, туда-сюда катались, чтобы я заучил, как притормаживать и так далее. То есть, как кого пропускать, как куда въезжать мне. То есть, ну, это было хорошо, приятно. На английском я почти все понимал. То есть, хотя она повторяла все постоянно, уже мы это делаем, не знаю, в 5-й раз, да, она все равно все это проговаривает, повторяет. То есть, постоянно. Не было такого, чтобы она была не на чеку.
То есть, и у нее же там есть, да, тормоз. Я видел, она один раз только ним воспользовалась. Один раз, когда, ну, все. То есть, по факту у меня там, ну, 3 косяка за 2 часа у меня было, да. Ну, честно скажу, пока мы ехали, там у всех косяков столько, где ограничение 60, я еду 55, меня просто обгоняют. Вы понимаете, то есть человечек едет просто 70-80, другой человечек на круговом движении просто едет по прямой даже, ничего не указывая, куда он поворачивает и так далее. То есть просто летит. То есть в прямом смысле, ну, вы сами понимаете, что большинство все-таки, как ни крути, водители нарушает в прямом смысле. То есть кто-то спешит, кто-то едет, не слишком большое количество и здесь. Тут только главная фишка, это хорошо, что пропускают пешеходов, что люди останавливаются и уважают друг друга. Вот это вот хорошо. Ну а так, конечно, вы сами понимаете, что, ну, соблюдать все прям правила на 100% невозможно в той или иной мере. Вот даже парковка, да. Она мне говорила, чтобы я парковался именно аккуратно, чтобы не дотрагивался к бордюрку, все как надо. Но вы сами знаете, как паркуются тут все. На пол бордюры бубух, тут кусты с другой стороны, вот как на фотографии. Вот он вот тут вот припарковался, вот здесь я мышкой покажу, вот так вот. Пол бордюры забирают они. И ты идешь вот так вот просто, вот так вот, бочком, чтобы пройти по тротуару. И это считается нормально. Никто никого не оштрафует, гарда просто мимо проедет и все. То есть вот это я к этому веду. Ясно дело, когда ты новый водитель, когда ты learner, когда ты ученик, когда только все это делаешь, понятное дело, ты должен соблюдать все правила, чтобы себя, да, это называется, ну, как говорится, себя учить правилам, ну, и жить по правилам правильно. Но потом, конечно, с годами, как я понимаю, каждый начинает смотреть, это так сделал, я тоже так сделаю. Ну, не знаю, короче, как это работает. Пока мне все нравится, все хорошо, летим дальше. Надеюсь, у меня будет все получаться. Если вам нужны контакты, да, этой школы и русскоговорящего инструктора, я запишу скоро видео для своих спонсоров, и там будет вся эта информация будет сказана. Если вы хотите и вам нужна эта информация, становитесь моим спонсором, и вы сможете все это узнать. Для моих спонсоров, еще повторяю, будет эксклюзивный контент, где будет там очень много чего полезного и интересного. То есть все будет максимально развернуто. Всем добра, позитива, мира, хорошего настроения. В Ирландии машина это, конечно же, необходимость. Без нее можно жить, но это не полноценная жизнь. И это правда. Я это понял. И тоже иду к этой цели, чтобы купить автомобиль, да, сдать на права и кайфовать полностью от этих прекрасных, гладких, чудесных ирландских дорог. Всегда на связи.